Добрый день, уважаемые зрители и слушатели. С вами Борис Марцинкевич. И сегодня у нас в гостях Андрей Александрович Конопляник. Мы продолжим размышления о изменившемся газовом мире России, о том, как нам выстраивать отношения с нашими соседями по географической карте. Есть добрые соседи, есть злые соседи, есть те, от которых надо отгораживаться стенкой, есть те, с которыми надо искать взаимовыгодные интересы, интересы, которые интересны и нам, и им. Андрей Александрович, давайте поговорим сегодня про такое направление, как, мы привыкли к названию Средняя Азия, хотя они теперь любят себя называть Центральная Азия, географически, наверное, Центральная Азия. Если убрать Европу, то вот как раз центр, то есть наши бывшие соседи, наша часть семьи Союза Советских Социалистических Республик, я имею в виду Азербайджан и те государства, которые по ту сторону Каспийского моря, имеющие газовые ресурсы, Казахстан, Узбекистан и Туркмения. Добрый день, давайте. То есть на самом деле получается, что обговариваемый с Азербайджаном вариант — это не только поставки в Европу, это спасение газотранспортной системы Украины и газоснабжение ее восточных центральных регионов, по крайней мере, за пределами текущей границы России и Украины. Я с вами соглашусь, я даже скажу более жестко. Это тот инструмент, наименее антироссийские страны в сообществе максимально антироссийском Европейского Союза. Мне кажется, их правильно называть это провенгерская страна и прословацкая страна. Я как раз хотел это сказать, что именно это... мы с вами, видимо, какие-то вещи, мы с вами не только мыслим одинаково. Но они очевидны, то есть это не те страны, которые будут отстаивать российские интересы. Абсолютно. Они чем отличаются от прочих стран Евросоюза, они про себя еще пытаются думать, они еще не совсем сломались. Даже несмотря на то, что Фица пытались пристрелить, и они пока держатся, сколько это продлится, никто не знает. Вы абсолютно правы, я говорю, вы даже использовали те слова, которые я хотел сказать, что они абсолютно прословацкие и провенгерские. И как у Польши есть конкретный интерес к подземным газохранилищам Украины, и это, соответственно, экономически. Никто меня не убедит в том, что газосмазочные материалы и дизельное топливо, которое, соответственно, там вырабатывается, не поступают на Украину, не запитывает, соответственно, все вот эти бронетанковые и авиационные соединения ВСУ, которые работают против нас. А никто и не пытается ничего скрывать, потому что исключение для Словакии, для Венгрии о поставках российской нефти, всем остальным нельзя, этим двоим можно, даже срока нет, насколько можно, при условии, что нефтепродукты, вырабатываемые из российской нефти, поставлять в страны Евросоюза нельзя, можно только в одну страну, первая буква У, последняя буква Украина. Вот. И у них дизельное топливо, которого всегда больше, чем бензинов, оно просто лишнее, им физически его некуда надевать, так что ничего личного, только бизнес. Нам необходим бензин, мы необходимый объем для себя выработали, все лишнее дизельное топливо, куда его, сливать в землю? Нет, продадим этим. Поэтому тогда у меня отсюда возникает вопрос, опять-таки, скажем, о нравственной стороне проблемы. Я понимаю, что нам это надо или нет. Я слышал такие аргументы от ряда высокопоставленных и глубоко уважаемых людей, которые говорили, но мы же на этом деле зарабатываем, потому что нефтяные компании платят налоги и так далее. Но и тогда возникает у меня вопрос. Сочетание частного и государственного, вспоминается «Кавказская пленница», ты не путай, то есть государственные интересы, интересы отдельных компаний. Эти интересы сталкиваются как и в Европейском Союзе, для меня типичный пример, это пример Австрии, и то же самое, соответственно, здесь. Я прекрасно понимаю, что если бы речь шла о том, что наши компании зарабатывают на этом, поставляя туда нефть, но нефтепродукты не доходят до территории Украины, когда все пути доставки, вся логистика, она уничтожена, и тогда это внутренняя проблема уже Европейского Союза. Потому что эти страны являются членами Европейского Союза, которые сегодня являются тем противником, который ведет против нас, соответственно, войну. И соответственно, нравственная составляющая, или деньги не пахнут, эта страна присутствует. И это естественный конфликт интересов между моим государством, и Лукойлом, чья нефть туда идет, моим государством и Татнефтью, чья нефть вроде бы пошла на замещение, соответственно, Лукойла и так далее. То есть это та проблема, которая всегда возникает в государстве, где есть, соответственно, крупный бизнес, интересы государства, интересы крупного бизнеса. То же самое, соответственно, я не стал тогда об этом говорить, могу сказать, что та же самая штука, соответственно, в Австрии. Компания ОМV, с одной стороны, она говорит, что у нас есть все возможности для того, чтобы поставки газа заместить, российского, но в то же время она, соответственно, сидит на российском газе, потому что дешевле, почему я говорил. Калькулятор говорит, что так выгодно. Но в это же время, там известный у них, я не выговорю ее фамилию, они
помню, в это же время у них там эта женщина, бывшая зеленый министр энергетики и так далее, которая настояла на том, чтобы в стратегию экономической безопасности, или там просто безопасности Австрии, да, Россия, которая была раньше стратегическим партнером, теперь стала стратегической угрозой. В этих условиях, когда идет, соответственно, усиление, да, вот, четкой политической линии, направленной на отторжение или на разрыв любых отношений, да, на уровне государства, сохраняя, соответственно, на уровне бизнеса, да, взаимоотношения, которые нужны для поддержки этого бизнеса. И я понимаю, «Газпром» тоже на этом зарабатывает и получает, соответственно, наше российское государство определенные налоговые платежи, но нравственная сторона вот этого вопроса, она, с моей точки зрения, никуда не делась. И, насколько я понимаю, ну, мне приходится там с разными людьми разговаривать, да, или там в некоторых других аудиториях, эти вопросы задаются. И поскольку, так сказать, вот нигде в публичном пространстве я не видел дискуссии на эту тему, ну, я взял на себя смелость, да, подставить себя, возможно, вот немножко по удар, задав этот вопрос. То есть, мне кажется, это просто безнравственно. Или как там вот Сергей Михеев иногда, вот выступая у Соловьева, да, любит говорить, там мне многие вещи нравятся, когда он говорит, когда он употребляет такое слово, где некоторые к нему просто могут насмешливо относиться к этому слову, а мне оно очень близко, когда он просто говорит, это нечестно. Ребят, это нечестно по отношению к народу собственной страны. Тем более, что техническая возможность, есть запрет вести переговоры с нами, но мы и не будем их вести. Все, на этом все закончилось. Дальше делайте, что хотите, меняйте власть, там еще что-то делаете. Остановить технические поставки с нашей страны. Вот закончился договор транзита, с нами никто переговоры вести не может. Закон не разрешает. Все, всем всего доброго. Но тогда надо считать, действительно, если так чисто меркантильно подходить, каким будет урон для, собственно, «Газпрома», для нашего государственного бюджета и так далее, и так далее. И вот в связи с этим вот мы уже коснулись, у нас с вами все равно ответа на этот вопрос нет. Все равно это без нас будут решать люди. Я понимаю, но, понимаете, по крайней мере, озвучить проблему, да, для того, чтобы вбросить ее в публичное пространство, потому что, я говорю, вот мне кажется, мы в нашем с вами разговоре сегодняшнем просто затронули некоторые те вопросы, которые находятся вне, как принято говорить, публичного дискурса. А мне как раз хотелось вот с вашей помощью, с помощью вашей передачи, да, вот обратить внимание на эти вещи. Проблема 27 года, проблема того, что это не пророссийско, а про, так сказать, вот, интересы этих, соответственно, конкретных, значит, стран. То, что умалчивается абсолютно. Когда Алиев говорит, что 6 числа это можно зайти на сайт президента Азербайджана, прочитать его стенограмму там. Она там на 3 языках. На русском, на английском, на азербайджанском. Если не точен перевод, да, можно посмотреть. Но когда он говорит, что к нему обратились 3 страны, и переговоры идут, а об этом ни слова, да, и когда, скажем, Европейский Союз все время говорил, что он не заинтересован в поставках нашего газа и так далее, а вице-премьер Новак говорил, ну мы будем ждать предложения, там, если поступит от наших европейских, то создается разнопонимание в обществе. Когда одна сторона говорит, нет, нам этого не надо, вторая сторона говорит что-то так невнятное, то начинают всякие разные домыслы, что, видимо, там какие-то есть вот другие интересы подковерные, как это там было с Стамбульскими соглашениями, когда вдруг там мелькнул Роман Абрамович где-то там на задах российской делегации. И народ начинает думать, опять процитирую Сергея Михеева, что что-то здесь нечестно. Что касается вот этой ситуации, на мой взгляд, вот есть достаточно нейтральная страна, Азербайджан. Алиеву вводить в заблуждение, с кем он ведет переговоры, ну, ни малейшего нет. Ему, ну, как бы это помягче сказать, глубоко фиолетово, какие там проблемы в России и Евросоюзе. Если ведутся переговоры втроем, ну, значит, ведутся переговоры втроем. Велись бы вдвоем, он бы сказал вдвоем. И он отстаивает, естественно, свои проазербайджанские интересы. Было бы странно, не пророссийские, а проазербайджанские. Если бы отстаивал какие-то другие. Поэтому в том, вот, о чем мы с вами говорили, вот я вижу сегодня, да, вот вероятность того, что вдруг возникнет вот эта своповая сделка, да, когда газ, оказывается, пойдет, уже это будет азербайджанский газ. В Уренгое им выйдут паспорта азербайджанские, молекулам, и они с ними пойдут. Ну, я бы предложил еще, вот мы коснулись каспийских всех этих тем. Газ Каспия, это газ сразу нескольких государств, это и Азербайджан, это и Туркменистан прежде всего, и, соответственно, Узбекистан, Казахстан. Вот этот новый такой пятиугольник. Но Узбекистан не присутствует, поскольку он к Каспийскому морю отношения не имеет, но тем не менее... Средняя Азия. Где-то там он есть, по меньшей мере, внутри газопроводов Центральная Азия, Китай и Средняя Азия, центр, никуда не делось. Вот в прошлом году начаты и достаточно успешно идут поставки в Узбекистан. Может это для России стать вот одним из тех направлений, которые, ну, представляют интерес, если действительно поступить по совести и прекратить поставки в эту Европу, закончили и закончили. Вот, хотят они там строить стену на границе, пусть строят, можем кирпичи подвести. Лукашенко уже предлагал, у него кирпичи покрепше и подешевле, обеспечу.
Что вот в этом направлении? С учетом того, что на минувшей неделе, по-моему, 12 что ли, сентября состоялось открытие первого этапа магистрального газопровода ТАПИ Туркменистан, Афганистан, Пакистан, Индия в торжественной обстановке в присутствии президента Туркменистана, главы парламента, исполняющего обязанности Афганистана. Началось строительство первой компрессорной станции на границе и отмечен первый 150-километровый участок по территории Афганистана. То есть вот уже состоялось. Вы знаете, я начну тогда ответ на ваш вопрос, опять-таки, с цитатой вот Сергея Михеева, да, не потому, что нас что-то такое связывает, просто вот он иногда таки бросает правильные вещи. Ему как-то задал был вопрос, так сказать, вот, как там будет что-то так. Он говорит, знаете, я не знаю, как будет, я знаю, как должно быть. Поэтому вот отвечая на ваш вопрос, может ли или нет, там, да, я скажу, что не только может, это должно состояться, да, в силу набора объективных для меня причин. Средняя Азия становится, как я сейчас это вижу, вот в моей системе координат, в моей картине мира, она превращается из того, что ожидалось раньше, например, в Европе, что она будет конкурирующей с Россией источником поставок газа в, значит, Европу, туркменский газ через Транскаспийский, да, ну, поначалу хотели туркменский газ вообще прокачивать через нашу систему, да, газотранспортную, да, то есть столкнуть два газа в одной трубе, да, чтобы они конкурировали друг с другом, да. У Европы ничего не получилось, в общем-то, она в силу своей тяжелой, медленной бюрократии, да, она проиграла туркменский газ, соответственно, Китаю, и поэтому три страны, которые сидят на одной трубе, теперь они оказались связанными, независимо от того, что, соответственно, Узбекистан, он не имеет выхода к Каспийскому морю, да, но они сидят на одной трубе, Туркменистан, Узбекистан, Казахстан, соответственно, Китай, да, и поэтому они, естественно, этим связаны. Потому что те, кто связаны технической инфраструктурой, да, ну, как, знаете, как сиамские близнецы, никуда им не деться. И вот здесь, соответственно, с моей точки зрения, у нас открывается, точнее, открылось, и мы начали его реализовывать, и я думаю, то соглашение, которое, значит, было реализовано с октября прошлого года, не помню, октябрь или ноябрь, да, когда первые реверсные пошли поставки. Соглашения были подписаны на питерском форуме, вот сами поставки физически стартовали. Ну, физически стартовали, хотя я прекрасно понимаю, что было подписано на питерском форуме, да, оно имеет под собой, ну, как любой айсберг, подводную часть, да, что все это шло намного раньше, да, прорабатывалось, и оно имеет, с моей точки зрения, не только идею, скажем так, по Михееву, да, оно должно иметь не только идею поставок в Узбекистан по понятным причинам, резкий рост населения, резкое ускорение экономического развития, да, холодные зимы и так далее. Просто не хватает собственного газа для того, чтобы внутренние потребности покрыть, и у них есть в рамках вот этого Туркменистан, Узбекистан, Казахстан, Китай, да, в рамках вот поставок по этому проекту у каждой страны есть свои контрактные обязательства, да. Там понемножку, я не помню, сколько там Узбекистана, 5 миллиардов, по-моему, не помню, да? Нет, там все достаточно жестко. Во-первых, никто не имеет права рассчитаться с Китаем деньгами, это были их инвестиции. С Китаем можно рассчитываться только кубометрами, да. Никаких вариантов. Квота на двоих Казахстан, Узбекистан 15 миллиардов кубометров. Ну вот я говорю, я не помню, по-моему, одного 5, у второго 10, да? Но на двоих 15. Смысл в том, что ни то, ни другое... Из 55, на всякий случай, напоминаю, что годовая транзитная мощность магистрального газопровода Центральной Азии и Китая 55 миллиардов кубометров. То есть, когда говорят, что Россия стала крупнейшим поставщиком, нам вот до этой цифры 55 надо добраться, тогда будем говорить. Пока... Я с вами в этом отношении абсолютно согласен. Вот. Поэтому я вижу, что вот как в Узбекистане сегодня не хватает газа для покрытия потребностей внутреннего рынка, да, и выполнения экспортных своих обязательств, да, так та же ситуация с Казахстаном. Поэтому, когда сейчас обсуждаются, опять-таки, подводная часть, которая я не знаю, когда началась, да, то, что выплыло снаружи не так давно, да, поставки, соответственно, на северо-восток Казахстана, сказано, с возможностью потом там, дальше выхода на Китай, вот с моей точки зрения, теперь рассматривать среднеазиатские страны как очередной транзитный коридор для физических поставок нашего газа на юг, да, неважно, будь это Китай, будь это Иран, да, Китай, я имею в виду вот, западная часть Китая, потому что, в принципе, у нас на сегодня есть 3 действующих коридора наших поставок, соответственно, в Китай. Это, ну, если справа налево идти, да, это дальневосточный маршрут, который, соответственно, имеет место быть, Сила Сибири-1, которая имеет место быть, и Сила Сибири-2, скажем, в слабом соклонении, которая, может быть, будет иметь место быть. Нельзя этого исключать. Да, причем, мне кажется, в этой ситуации нужно четко понимать, что когда говорят, что все готово, только осталось договориться там по цене и так далее, значит, ничего не готово. Потому что любые технические договоренности, они не имеют, значит, смысла,
да, процитирую того же Алексея Борисовича, ну, как бы не он не первый, не он единственный, кто это говорит, так сказать, но в данном случае будет уместно, что газ сначала должен быть продан, да, а потом уже все, соответственно, остальное. Поэтому там любая строительная инфраструктура там, и так далее, которая будет обеспечивать, соответственно, реализацию добытого газа, да, это все после того, как, соответственно, подписано контрактное соглашение, где главным является газ, главным является цена. И нельзя, да, начинать делать что-либо, да, пока не определена цена, потому что непонятно, будут окупаемые инвестиции в проект или нет. Поэтому вот эти три, соответственно, у нас, да, плюс вот я рассматриваю реверс, который начал физически осуществляться в Узбекистан через Казахстан в прошлом году, и те разговоры, которые идут сегодня у «Газпрома» с Ираном, сначала о своповых поставках, да, это все начало реорганизации, да, вот опора на ту третью ногу в наших поставках наших энергоресурсов на три рынка, да, для придания большей устойчивости, да, развитию энергетического комплекса Российской Федерации. Идеолог этого дела Алексей Александрович Макаров, академик такой, который в 90-91 году еще, значит, об этом начал говорить, когда у нас работа была только, соответственно, на европейский, соответственно, рынок, и по вполне понятным причинам рынок азиатский для нас тогда был рынком, ну, там, скажем, теоретическим, таким умозрительным. Да он и сам-то был еще теоретическим в 90-е годы. Вы, опять-таки, так сказать, буквально с кончика языка у меня это дело, соответственно, снимаете, потому что я вот, опять-таки, в некоторых своих недавних работах даже назвал это вот тренога Макарова, потому что я с ним разговаривал, Алексей Александрович, я говорю, вот я помню первый раз вы об этом говорили, там, 90-91 год, о треноге. Единственный человек, который мог бы это сказать до него, да, это покойный академик Мелентьев. Это его ученик, соответственно, пардон, его учитель, соответственно, и несостоявшийся мой научный руководитель, соответственно, в свое время, но тем не менее, с которым я тоже имел счастье, соответственно, как бы и взаимодействовать, он нам лекции читал в свое время в институте и так далее. Я в его работах этого не нашел, но понимаю, что, знаете, иногда бывает так, вот учитель высказывает какую-то мысль, а ученик ее развивает. Макаров говорит, нет, говорит, Мелентьев это не занимался, говорит, ну тогда вы будете, соответственно, автором этой идеи, я, значит, ввел такой термин тренога Макарова в оборот. То есть должна быть опора на три рынка. Внутренний рынок, европейский рынок и формирующийся азиатский рынок тогда, когда создадутся для этого предпосылки. Вы правильно сказали, до конца 20 века, даже сказал бы до начала 21 века, предпосылок не было. Потому что я вообще эти предпосылки вижу реально материализовавшиеся в 2003-2004 году. Почему? Потому что я вот запомнил почему-то, что именно в этом году на Китай и на Индию, на две страны, пришлась половина прироста нефтепотребления в мире. То есть, когда они вдруг заявили себя как значимая фигура. До тех пор, пока, соответственно, там не было рынка, то есть не было спроса, да, бессмысленно было, потому что газ сначала должен быть продан, то же самое касается, соответственно, и нефти, бессмысленно было вкладывать какие-то огромные инвестиции, да, в развитие ресурсной базы, нацеленной, да, на создание инвестиционного проекта по добыче, по транспортировке из неосвоенных регионов, да, что означает, что все затраты на макроэкономическую инфраструктуру, строительство дорог, линий электропередач, подвозных путей и так далее, потому что как туда иначе что доставить, да? Вот мы сейчас, вы знаете, там с Владимиром Владимировичем Ворошиловым там разрабатываем идею беспилотных грузовых дирижаблей, которые можно там поднимать. Мы к этому вернемся обязательно. Но тогда других возможностей, соответственно, не было. И мы знаем, как осваивали, соответственно, Западную Сибирь, да. Вот вчера на 2-летие годовщины ухода моего хорошего друга, бывшего, соответственно, значит, гендиректора Нижневартов нефтегаза, Виктора Отто, значит, встречались, там как раз были вот нефтяники, все, которые там поднимали, вот Самотлор и так далее, и много, соответственно, об этом говорили. Люди говорили о том, в каких условиях, соответственно, как, за счет чего там все это дело развивалось, да. Поэтому это огромные, соответственно, дополнительные затраты, которые вкладывать, когда вы не имеете рынка, совершенно бессмысленно. Так вот, рынок начал формироваться в начале 21 века. И сейчас идет выстраивание, да, вот той оптимальной конфигурации спроса, да, на этом рынке, под которой у нас образовались огромные наличные ресурсы газа, который вот уже де-факто добыт до освоенных месторождений, то есть в силу закрытия Европы. Потому что мы в Европу уже поставляли на пике 2019 год, по-моему, 200 миллиардов кубических метров. Сейчас, соответственно, практически все это схлопнулось. Да, мы, конечно, можем, да, и должны это сделать, безусловно, максимально насыщать газом наш внутренний рынок, причем не только по линии сетевой газификации, что замечательно умеет делать «Газпром», да, но по линии, соответственно, другой газификации, через СПГ, крупнотоннажно, малотоннажно, это, что называется, отдельная тема. И при этом искать новые возможности для рынков сбыта, да, и тогда это должен быть не только Китай, но и вся Евразия. Отсюда я вижу, да, что Средняя Азия – это не только, соответственно, экспортный коридор на Китай. Нельзя завязываться на один какой-то рынок. Сразу я вспоминаю выступление Черчилля в Палате лордов перед началом Второй мировой войны в 1913 году, что, значит, безопасность в поставках – это, так сказать, диверсификация.
Security in oil is diversity, diversity and diversity alone, да, только это. Поэтому нужна операция для поставщика на несколько рынков сбыта. И в этой связи сила «Газпрома» в трубопроводном газе, да, это должна быть, соответственно, вся Евразия. Сила там, скажем, Новатэка, там это, ну и «Газпрома» сейчас, когда он, соответственно, вошел уже основным акционером, главным акционером, ну, конституционным акционером, он там имеет больше 70%, в Сахалин, соответственно, 2, можно говорить, соответственно, что крупнотоннажный СПГ это тоже, соответственно, и «Газпром», соответственно, Новатэк, и малотоннажный СПГ, и все другие, соответственно, возможности для монетизации тех ресурсов нашего газа в добычу, в освоение ресурсов, в которых были уже вложены огромные деньги. Поэтому я рассматриваю, да, выход на Среднюю Азию как первый шаг, да, на пути применения и других технических решений для монетизации нашего газа в этом направлении. Да, мы можем говорить о своповых сделках с Ираном, да, потому что на севере Ирана огромный спрос, потому что население там, а все ресурсы, соответственно, они на юге. Поэтому можем говорить о своповых сделках, о сделках замещения. Да? Но они могут на самом деле быть не только своповыми, но даже физическими. В 77-м, по-моему, году или 76-м. И ГАТ-1, и ГАТ-2. Да. Были построены газопроводы из Ирана в Советский Союз, трубы никто не разбирал, они целые. Абсолютно. Поставки были на Кавказ, на Азербайджан, вот эти два проекта, ГАТ-1 и ГАЗ-2, и замещающие поставки были, сейчас бы тут же наши, значит, украинские друзья резко, соответственно, возбудились бы, но я никогда не скрывал, соответственно, того, что Украина была одним, соответственно, из одних закоперщиков, скажем, в развитии газовой промышленности, да. Потому что там Шебелинка, Дашава там, и так далее, все эти вещи, но я когда еще был школьником, да, когда мы начали географию там в 6-м, по-моему, классе географию читают, да, я с тех пор помню, соответственно, эти замечательные знаковые слова. Ну и, собственно говоря, подземные хранилища газа в Львовской области — это бывшие месторождения. Это абсолютно так. Оттуда, там же это добывался газ, там еще там до революции, да, там очень долгая история. Вот, поэтому для меня это не только, соответственно, физические поставки газа в Иран. И у нас же сейчас совпало, что российская труба, ведущая в Азербайджан, 10 миллиардов кубометров, и то, что строил Иран в 70-е годы, чтобы помочь нам с европейскими поставками, замещаем газ, мы не успевали просто, тоже 10 миллиардов кубометров. Плюс, плюс к этому есть связка между Туркменистаном и Азербайджаном, трансиранские поставки. Сейчас, правда, вот опять-таки их временно там приостановили, но тем не менее инфраструктура, да, начинает формироваться. И вот это вот формирование инфраструктуры, да, на том, что я называю там общее там евроазиатское энергетическое пространство. Ну или если использовать там терминологию МИДа, которую там в 2001 году поместил на своем сайте, значит, разъяснение некое, как вот инициатива президента от 2015 года о большом евразийском партнерстве да, может развиваться, он там в частности употребил такой замечательный, с моей точки зрения, термин большое евразийское энергетическое пространство. Вот один раз он там появился, потом они обновили, соответственно, свой сайт в 2023 году, это название пропало. Но мне оно настолько понравилось, что я даже вместо термина Макарова, о чем, соответственно, Алексей Александрович сказал, евразийское энергетическое пространство, да, вместо своего термина, значит, он написал в свое время монографию в 98 году, да, там вот так ее и назвал, евразийское энергетическое пространство, да. У меня была в 2004 году книжка «Россия на формирующемся евроазиатском энергетическом пространстве. Проблема конкурентоспособности». Поэтому я от этих двух терминов отказался, мне очень понравился термин вот, МИДовский, это, да, большое евразийское энергетическое пространство. И я считаю, что сегодня для нас, да, во нашей внешней вот этой политике, мы должны переходить от формирования большой энергетической Европы, а это был процесс, который шел с 90-го года, да, я тоже много об этом писал, к формированию большого энергетического, вот евразийского энергетического пространства, которое сегодня мы пока ведем по направлению в отношении Китая преимущественно. А мы должны идти на всю Евразию. И тогда Центральная Азия и западная, скажем, часть, да, вот этого пространства, в частности Иран, да, и дальше через него, там, через Афганистан. Ну, не зря же мы, так сказать, с талибами работаем и понижаем все вот эти риски, которые всегда препятствовали проекту ТОПИ, да, пока на Афганистане шла война, ну, кто будет строить какой-то трубопровод, да, ничего этого не будет, да. Поставки, там, скажем, из Ирана, которые рассматривались, да, значит, в Индию, в Пакистан, как, соответственно, их вести. Если все это переходит в разряд международного многостороннего сотрудничества, возникают новые возможности. И в частности, такие возможности я, например, вижу следующее. Я несколько раз пробрасывал эту идею, да, проброшу здесь ее и сейчас. Мне кажется, два изгоя сегодня, которые в санкционной политике западной лишены доступа к западным технологиям жиженного, по производству жиженного природного газа, могут объединить, должны объединить свои компетенции. Может быть, мы их уже объединили, и мы должны создать мощный узел производства сжиженного природного газа, российско-иранский, да, на юге, желательно, соответственно, с внешней стороны Ормузского пролива, да, не внутри Ормузского пролива, да, вот чтобы не было этого узкого места, да, бутылочного горлышка, да, где там жесточайший трафик судов, да, а даже не на Бандар-Абасе, да, конечный пункт коридора север-юг, Бандар-Абас, да, правильно. Или Бендер-Абас. Или Бендер-Абас. Вот не в нем, потому что он находится
внутри, да, на побережье, внутри Армузского залива, а здесь снаружи. И вот мы должны, мне кажется, там создавать вот этот вот, значит, узел. Чебахар внутри или он уже за Армузским? Не могу сказать. Вот у меня не настолько четкая карта перед глазами. Я понимаю, что мы тогда входим в достаточно конкурентный рынок. Потому что здесь Австралия, здесь же формируется восточноафриканский блок, вот это Мозамбик там и так далее, значит, поставок СПГ. Но тем не менее, это имеет дополнительные преимущества по сравнению с завязкой только лишь на север, на Арктику, где у нас есть, конечно, колоссальное преимущество температурное, потому что сжижает с минус 40 до минус 160, да, не то же самое, что сжижать с плюс 40 до там, минус 160. Естественно, когда мы говорим о Востоке, там есть Сахалин, где есть и свои плюсы, там сжижение не с минус 40, но там транспортное плечо, да, очень короткое. Но здесь, соответственно, мы выходим сразу на огромный растущий рынок и Африки, и Южной, соответственно, Азии, потому что самые населенные, соответственно, значит, области – это побережье азиатское, да? И там, естественно, вопрос энергетической бедности, недостатка электроэнергии, он стоит очень остро. И поэтому, с моей точки зрения, если говорить вот о целях устойчивого развития, тоже я, так сказать, об этом пытаюсь немножко там писать, размышлять, там в этом направлении действовать, да? Первая цель устойчивого развития – это борьба с нищетой, борьба с голодом. Зеленая повестка, кстати, это цель номер 13 из 17 целей устойчивого развития ООН. То есть это даже не входит в верхнюю половину, да? Причем там слов про борьбу за декарбонизацию просто нет. Нет от слова совсем. Это все уже выдумано, и когда нам говорят, что устойчивое развитие – это развитие за счет зеленых технологий, нам просто врут. Это неправда, а неправда значит ложь. То же самое, скажем, пункт. Вот седьмой, да. Седьмой, да, но это, соответственно, энергия, там, чистая, доступная и так далее. Но что значит чистая? Когда мы говорим про слово «чисто», опять-таки, есть система, ну вот есть такое понятие окно Овертона, да, как смещаются понятия, да. Что значит чистая энергия? Возобновляемые источники энергии являются чистыми только в точке производства этой электроэнергии из этих самых источников. Стоит ветряная турбина, она, соответственно, крутится, да, и она является чистой, если под чистой считать, есть СО2, нет СО2. Ну, собственно говоря, до момента, когда закончится срок эксплуатации. Там она опять... Это не только так. То же самое с солнечными фотоэлектропреобразователями. Это не только так. Но поскольку работа с ними, она требует, соответственно, вот они же зависят от погоды, да, каким-то образом, так сказать, выравнивания, да, неровного вот этого режима, да, значит, нужны, по крайней мере, условия, значит, должны устройства по хранению, батареи нужны, аккумуляторы. Поэтому возникает три момента. Первое, о чем вы говорите вы, утилизация. Утилизация и солнечных батарей, и этих аккумуляторов, да, и ветролопастей, которые там смесь пластика и так далее, что сегодня делать, соответственно, не умеют, да. Но в любом случае это очень грязное производство. Но это концевая часть, да, производственного процесса. Когда вы произвели эту самую электроэнергию, срок службы, кстати, у возобновляемых источников энергии, да, как правило, короче, да, там, у солнечных электростанций или у ветрогенераторов, короче, чем у традиционных электростанций. Да? Значит, утилизационные затраты, которые очень грязные на самом деле. Но есть еще начальная часть спектра. Произвести оборудование для производства, да, что солнечная электроэнергия, что аккумуляторные батареи, да, что вот это ветроэлектростанция. Есть замечательная совершенно книжка, я во многих своих публикациях на нее ссылаюсь и привожу картинки. Оливье Лазар такой был, значит, дай бог памяти, там, в 2017 году он и публиковал, да. Ну, это опять-таки, мне на сайте все это есть, там можно посмотреть. Он сравнил по-моему, там 11 или по 14 энерготехнологиям традиционной электроэнергетики и возобновляемой электроэнергетики, да. Значит, скажем так, энергоемкость, материалоемкость и отсюда, соответственно, выбросы всех вот этих вот там СО2 и так далее по основным материалам. Цемент, сталь, медь там, ну и так далее и тому подобное. Да? И получилось, да, что кратно более грязными является производство оборудования для производства возобновляемой электроэнергии. Поэтому, когда говорят, что она чистая, это опять-таки вот окно Овертона, да, это, мягко скажем, искажение реальной действительности. Более жестко, как вы сказали, это неправда, то есть ложь. Да? Поэтому, когда говорит 7, там, чистая, там, доступная и так далее, да, то это опять-таки как считать, да, как считать. Но главное все-таки это первые две. Борьба с нищетой, борьба, соответственно, с голодом. Без этого, вот для решения этих проблем, без решения проблемы энергетической бедности обойтись, мне кажется, никак нельзя. И вот здесь для нас открываются очень новые возможности, и я вижу, что эти новые возможности, когда мы ориентируемся уже на население, да, когда мы ориентируемся не на крупное промышленное производство, да, а когда мы ориентируемся на население, да, вот здесь как раз роль для газа, там малотоннажная СПГ ли это, сетевой или газ, там есть возможность, да, крупнотоннажность регазификации в этих плотно населенных, соответственно, районах, да, он дает гораздо больший эффект, чем попытка, да, делать это на основе возобновляемых источников энергии. А дальше второй ваш любимый компонент, который я просто не могу обойти вниманием, я считаю вообще вот в нашей экспансии, в хорошем смысле этого слова, по энергетической консолидации Евразии должна работать связка.
Наш газ и наша ядерная электроэнергия. И наша ядерная электроэнергия не только стационарные большие станции, к которым мы все привыкли, да, но и модульные станции. А главное, это дальнейшее усовершенствование нашего Ломоносова, потому что Евразия — это в значительной степени островные экономики. Возьмем Индонезию, например, да? Я не знаю, о чем сейчас во время визита сюда президента Индонезии, что они обсуждали с Владимиром Владимировичем Путиным. Я очень сильно рассчитываю, что там были вот в подводной части айсберга, которая в публичное пространство не вошла, и, ну, вы-то, наверное, все знаете, да? Там, соответственно, были эти вопросы. Более того, я прекрасно, соответственно, понимаю, что там, где мы говорим о плотности населения, которое концентрировано на какой-то площади, где дефицит земли, это очень важно, ставится на бегу на приколе, соответственно, тот же самый Ломоносов, и решает многие проблемы, связанные с электроснабжением. Он не решит всех проблем, даже если это будут наши новые реакторы, потому что это атомная энергетика. Следующее, если Ломоносов — это 2 реактора по 35 мегаватт, и мы их больше не производим, следующий шаг — 55. Значит, потребитель должен быть способен принять 110 мегаватт. 2 блока на каждом плавучем электростанции. Перспективный, следующий у нас ритм 400, это 100 мегаватт, то есть это пара 200. На фоне той диверсификации, которую может предложить газовая электроэнергетика, дискретность может быть совершенно другой, вплоть до шага в 5 мегаватт, 10 мегаватт. Борис Ильич, вы абсолютно правы, еще раз говорю, потому что я говорю, понимаете, нет такого понятия серебряное пуля, золотое звено и так далее. Нет понятия решения, да, все решает, соответственно, микс, да, все решает максимально эффективная комбинация. Но вот генеральное направление для нас по выходу в новые регионы — это переосмысление понятия эффект масштаба. Если раньше у нас был понятие эффект масштаба, это огромный мегапроект единичный, который там на несколько тысяч километров гонит по трубе там 30 миллиардов кубических метров газа в год, и это дает снижение издержек. Теперь мы, когда переходим на Евразию, мы должны говорить об энерготехнологическом сотрудничестве. А это значит принцип модульности, для того, чтобы можно было уменьшать единичную мощность, да, генерирующих установок, да, потребляющих установок, перерабатывающих установок, да, на новом технологическом уровне, чтобы уменьшение размера приводило не к понижению эффективности, да, там, коэффициент полезного действия, коэффициент полезного использования энергии, да, а это вот тот самый революционный техпрогресс. И тогда эффект масштаба достигается за счет того, что это, знаете, есть психология ученого пчелиного роя, да, много их. И поэтому тогда, когда ставится это дело на конвейеры, предприятия знают, да, что у них там будет, соответственно, не 1, не 100, не 10, там, а вот огромное количество такого рода вещей. И это как раз выход на, на тех потребителей, которые имеют очень небольшую единичную мощность потребления. То есть, строго говоря, вот как я, например, представляю себе, ну, такую, можно фантазийную такую вещь, я как раз вот сейчас пишу там статью, как нам не попасть в китайскую ловушку, да, 3-ю часть статьи, вот нефтегазовая вертикаль должна выйти, я там вот как раз пример это буду приводить там в рамках некой такой пирамиды, как я ее вижу. Как нам можно постараться вот наше потенциальное конкурентное взаимодействие с Китаем в сфере, там, в частности, там, новой энергетики там, или чего-то еще превратить в некое сотрудничество? Ведь, как вы верно сказали, огромное население, часть населения глобального юга, там Латинская Америка, Африка, Евразия, да, вот те страны, которые либо дружественные, либо нейтральные, куда мы постепенно смещаем вектор нашего интереса, там совершенно другой, идеология потребления, потому что это, как правило, не промышленно развитые страны. Там огромное количество сельского населения, да, им не нужна зачастую многим большая нагрузка, чтобы просто вырваться из этой рыночной бедности. Там им нужен некий минимальный набор каких-то там, не знаю, стандартных условий, чтобы горела лампочка, да, чтобы можно было в этом самом мобильном банкинге, да, работать со своим смартфоном. Главное, чтобы включился холодильник. Чтобы включился холодильник и так далее. Чтобы перейти, соответственно, на приготовление пищи, да, пусть это будет, соответственно, об электроотоплении, но, по крайней мере, не вырубать там, соответственно, все эти леса и так далее. То есть это достаточно небольшая, да, в расчете, скажем, на семью, единичная какая-то там, не знаю, там установка, генератор, там, называйте как хотите, да. Это, скорее всего, наверное, будет там те же самые возобновляемые, соответственно, источники, там, не знаю, солнце, ветер, да, но там для этого нужен литий, для того, чтобы, соответственно, была литиевая батарея. И тогда вот этот литий, да, который мы сейчас только работаем по, значит, Кольскому полуострову, извлечения из твердых пород, да, а у нас же есть огромные возможности по извлечению лития из рассолов. И из рассола, в частности... Сейчас как раз идет Тюменский нефтегазовый форум, это там отдельная сессия, то есть там уже двигаются и двигаются активно. Вот. Поэтому я прекрасно понимаю, ну, как бы приходилось самому, так сказать, в этих дискуссиях участвовать, когда наши китайские друзья нам говорят: ребят, все очень хорошо, так сказать, вот у нас есть там технические решения, как можно извлечь литий из рассолов, давайте мы вам дадим в аренду это оборудование, мы даже готовы вам заплатить за это дело, за этот карбонат лития вы произведете, мы, соответственно, его заберем, так сказать, и все нормально, значит, мир, дружба, жвачка, соответственно, все довольны. Значит, мне кажется, вот этого
не должно, естественно, быть, потому что это означает, что все более высокие переделы из нашего лития будут нам же потом продаваться, но уже под брендом китайским. А вот выход на третьи рынки, вот может быть все-таки такой, что мы можем найти, предположим, на уровне микропотребления, да, интерес в том, чтобы вот там либо солнечный фотоэлектропреобразователь, солнечная панель, да, или маленький ветряк, но с литием, который, соответственно, из нашего лития произведен же нами, да, некая комбинация. А дальше самое интересное. Ведь население не только сидит на побережье, да, оно сидит далеко в глубине. Как тут доставить это дело? Там дорог нет, как у нас в Восточной Сибири. И вот тут работает БПЛА. И вот здесь, вот тот наш проект по беспилотникам у нас, да, если это делается модуль, условно говоря, модуль грузоподъемности, у нас сегодня самый, так сказать, тяжелый из легких беспилотников, то, что я видел, вот еще во времена, когда Белоусов был руководителем, соответственно, комиссии правительства беспилотников, там, значит, мы хотели до тонны грузоподъемность поднять, а так пока 300 килограмм, да. Но, в принципе, если у вас делается блок, то вот это все, о чем мы сейчас с вами говорим, да, это может войти в эти самые 300 килограмм. И тогда эти, соответственно, беспилотники могут быть средством доставки. И беспилотники это тоже будет быть вот для кооперации с теми же нашими китайскими друзьями. И в силу того, что это будет огромный новый рынок, это возможность уже энерготехнологической кооперации на микроуровне. Там, где уровень, соответственно, более высокий, где мы говорим о потреблении, там, скажем, населенными пунктами, да, где есть коммерческая нагрузка, там какая-то производственная нагрузка, но не мегапроекты. Там работает молтонажный СПГ, в моем понимании, куда вы никогда не протянете никакую трубу. Молтонажный СПГ, крио, цистерны, в танк-контейнерах, только уже более тяжелыми средствами доставки. Я не буду, соответственно, выдаваться, потому что скажу только слово грузовой дирижабль беспилотный, назову фамилию Ворошилов, соответственно, вы скажете, это потом как-то. Но тем не менее, это вот вариант, когда мы должны в дополнение к традиционным механизмам, инструментам, формам выхода на внешние рынки добавлять не вместо, а в дополнение к новые энерготехнологические решения для того, чтобы постепенно сдвигать, соответственно, баланс между поставками сырья и поставками не только продукции более высоких переделов, а между другими решениями, да, реализации той задачи, связанной с энергопотреблением, с борьбой с энергетической бедностью в тех странах, в которых это сегодня приоритет номер один. И это, с моей точки зрения, в рамках, соответственно, например, БРИКСа, да, замечательная повестка. Я не знаю, что прозвучит в Уфе, в энергетической части, что прозвучит на встрече министров энергетики в конце сентября, когда они будут встречаться в рамках нашего председательства БРИКС, да, но я вижу, например, вот, ну, если хотите, можем на эту тему более подробно поговорить, я вижу, например, вот система такого рода предложений для обсуждения нового взгляда на энерготехнологическое сотрудничество в рамках вот этого глобального юга, куда мы того хотим или не хотим, но, по крайней мере, ну, на несколько электоральных циклов в Европейском Союзе мы про Европу должны забыть, да? Мы переключаемся, соответственно, сюда не потому, что мы разворачиваемся на восток. Прав был Александр Александрович Маслов, да, всем известный вот руководитель Института стран Азии и Африки, значит, в МГУ, который говорил, что нет никакого разворота на восток, потому что иначе как бы у нас оказался бы наш Дальний Восток. Потом это просто неприлично, да, если мы говорим разворот сейчас, да, то каким местом мы к нему стояли раньше. Но это углубление нашей кооперации, нашего взаимодействия со странами глобального юга, а это значит не тиражирование того, что для условий Европы было в какой-то момент оптимальным, а это нахождение новых решений в дополнение к тем традиционным решениям, которые мы пытаемся реализовать. Все ли нам их удастся реализовать или нет, я не знаю, но то, что Средняя Азия или Центральная Азия, она станет для нас транзитным коридором, да, для того, чтобы, с одной стороны, компенсировать те обязательства, которые не могут выполнить Узбекистан, Казахстан, а это дорого стоит, потому что когда вам протягивают руку помощи, да, когда вы не можете что-то сделать, да, это важно. Но главное, мы можем таким образом выходить, соответственно, с севера на юг, да, с традиционными и с новыми формами развития кооперации в энергетическом секторе, о которых, я не знаю, ну, надеюсь, что думают сегодня, работают в этом направлении. Но это долгая такая вот задачка. Это игра в долгую, но мне кажется, что надо учитывать и тот опыт, который получили в Европе. В Европу продавался газ. В энергетических решениях, в строительстве газохимических комбинатов нам там просто не давали участвовать. Мы не строили электростанции. Поэтому вот это решение, что к 2027 году можно избавиться от российского газа, да, вот оно. Оно там очень просто все делается. Трубы украли, подземное хранилище конфисковали, все в порядке. Этот опыт тоже надо учитывать. Если мы предлагаем только кубометры газа, мы можем, убирая все прочие слова там, про политику и прочее, можем оказаться в точно такой же ситуации. Вы абсолютно правы. Если говорить о опыте Росатома, если отбросить в сторону все технологические достижения, продает ядерное топливо и набор каких-то железяк, которые позволяют его использовать. Он продает киловатт-часы на выходе.
Если говорить о том опыте, который есть, вот достаточно, по-моему, все более становящаяся известная турецкая компания Car Powership, это плавучая электростанция газопоршневые на СПГ. На день сегодняшний парк 6 гигаватт. Они обслуживают островные территории для всех желающих. Они это уже делают, не имея СПГ. Им совершенно все равно, компании Car Powership, сколько стоит СПГ, потому что они продают киловатт-часы. Это всегда будет выгодно. У нас есть от начала до конца, мы можем производить СПГ. Мы умеем строить газовые турбины нужной мощности, потому что самые большие из тех, что есть у Car Powership, 150 мегаватт, это оказывается всем достаточно. Даже наши 32-мегаваттные турбины комплектуемся. Направление? Направление. Вы абсолютно правы, потому что когда вы сказали, что вот нас, значит, в Европе мы продавали там сырье, продавали мы сырье не только потому, что вот мы все время его хотели, но опять-таки «Газпром» ведь в свое время выходил с тем, что я считаю, была совершенно правильная логика, так называемый обмен активами, что выйти в электроэнергетику нам это просто не разрешили. То есть не потому, что мы... Просто не дали. Просто не дали. Поэтому я об этом как раз и говорю и пишу, что вот надо учитывать и позитивный, и негативный, значит, опыт, и выходить, соответственно, сюда, если, да, то, естественно, да, выходить на вот этом сотрудничестве там, где можно, в другие переделы, но не ограничиваться только тем вот традиционными решениями, да, и дальше, вот как многие сейчас говорят, нужно выходить, там, скажем, если мы говорим про энергетическое использование, да, то не просто поставлять газ, который котельно-печное топливо, да, а выходить, соответственно, в электроэнергию, да, а второе направление, там все говорят про газохимию, да, и вот в этих двух, соответственно, как бы коридорах только иногда бывает смотрится дискуссия. И когда вы сказали про, значит, турецких, значит, наших коллег, у которых собственного газа нет, понимаете, рынок СПГ сегодня, это рынок, опять-таки, это рынок вот бассейн, да, тот же бассейна, да? То есть в основном там огромная сейчас доля портфельных, соответственно, значит, торговцев. Потому что многие производители, да, они, соответственно, в портфель загоняют туда и дальше по принципу того же бассейна. Вот ходят танкеры с СПГ, да, везде же есть определенные стандарты качества и так далее. Ходят по миру там танкеры СПГ, да, у каждой компании есть, соответственно, у мегакомпании, да, типа Total какой-нибудь там, да, есть, соответственно, флот, да, и она оттуда может поставлять куда угодно. С этой точки зрения абсолютно вы правы. Неважно, да, чей является СПГ, наш или не наш, да, мы можем поставлять в портфель, забирать чей-то еще, но вот то, что вы сказали, снабжение островных экономик, да, что такое островная экономика, да, это де-факто индивидуализация спроса, индивидуализация, подстраивание поставок под индивидуализацию спроса, каким образом? По принципу модульности. Если у нас есть дискретный ряд, да, модульных установок, да, будь то модульные установки, там, не знаю, заводы по производству СПГ, да, мини, там, дальше, ну, как это делается обычно, да, с производством электроэнергии, да, есть газовые турбины, соответственно, разной мощности, причем не обязательно, чтобы было 15-20, начиная там, условно говоря, там, с 5, там, ну, не знаю, с 5 мегаватт, да. Если это много для каких-то населенных пунктов, да, то вот где есть вот эта вот грань конкурентоспособности, это уже определяется конкретными технико-экономическими расчетами. Но мне кажется, сам принцип по себе, да, что газ сетевой, газ сжиженный в двух его вариантах, да, значит, малотоннажный СПГ и крупнотоннажный СПГ, дает нам возможность заполнять вот это вот пространство Евразии, знаете, ну, по принципу, как заполняют банку с камнями, да? Кидаются крупные камни, там остаются пустоты. Кидаются как-то поменьше, а потом, соответственно, там еще песочком насыпают. То есть вот весь этот набор. Но это будет толкать, да, вперед энерготехнологическое сотрудничество с акцентом на слово технологическое. Потому что в данной ситуации, для того, чтобы в этом конкурентной среде выжить, да, нужно будет в любом случае повышать конкурентоспособность, а это можно сделать только тогда, когда у вас есть эффект масштаба, когда есть возможность поставок вот на большой рынок. А большой рынок из мелких потребителей, да, это другая форма, да, вот, получения этого эффекта масштаба. Но там, правда, мы упираемся в одну такую маленькую, неприятную отравленную пилюлю. Да? Вот есть такой замечательный, соответственно, в Телеграме канал, называется «Империя курильщика». Да? И вот там пару дней назад там блестящий был такой заголовок, значит, что главнее, ставка Верховного Главнокомандующего или ставка ЦБ. До тех пор, пока, это моя личная точка зрения, которая никому не нравится, до тех пор, пока в нашей стране Центральный банк будет устанавливать запретительную налоговую ставку, убивающую любые инвестиции, вот все, о чем мы сейчас с вами говорим по энерготехнологическому сотрудничеству, это будут просто хотелки, да? Вот один из моих там бывших министров в свое время очень любил это слово, да? Потому что при такой ставке это делать совершенно невозможно, от слова совсем.
Мало того, что это запрещает, так сказать, любые инвестиции, это воруют деньги госбюджета на, соответственно, компенсацию вот этих вот льгот, которые банки, да, представляют там по льготным разным программам, да, то есть вот дельта между запретительной ставкой Центрального банка сегодня там 19%, завтра это будет 20%, да, и там 3,5% нормальной, да, это, соответственно, ставки, это перекачивание денег из госбюджета на, соответственно, поддержку, соответственно, банков, да, это двойное, получается, воровство возможностей для экономического роста. И вот для реализации вот этих вот программ, где нужно вкладывать, соответственно, деньги для того, чтобы оказаться конкурентоспособными по сравнению с китайскими технологиями, где они держат ту самую ставку 3-3,5%, да, и за счет, в частности, дешевого кредита могут обеспечивать более дешевые, да, оборудование, которое на сегодня, к сожалению, да, вот наше во многом опережает. То есть для того, чтобы нам выходить на эти новые формы кооперации, здесь не только в энергетике кое-что поправить нужно, здесь, мне кажется, кое-что в Центробанке поправить нужно. Ну, на самом деле, первый звоночек уже прозвенел, правда, очень аккуратно, так тихонько. Был визит премьер-министра России в Ташкент в составе делегации министров по энергетике Цивилев, который, собственно, и сообщил, что Интеррао начинает прорабатывать в Узбекистане проект добычи угля, строительства угольной электростанции и глубокой переработки угля. То, о чем Савельев говорил, будучи губернатором, что нам нужна глубокая переработка угля, в Узбекистане ставка ниже. Ну, вот я говорю, Вот это, в числе прочего. понимаете, какая штука? Когда у нас, я помню еще там, в 90-е годы... То есть он не говорит о том, что мы начнем заниматься глубокой переработкой у себя в России, но у нас, очевидно, есть технологии, которые можно применить в Узбекистане. Почему будет это финансироваться через наш Евроазиатский банк? Там ставки ниже, чем 19%. И даже если брать кредиты в Узбекистане, там будет ниже ставка. И это очень нехороший звонок такой. Вы знаете, какая штука? Но это отражение, соответственно, тех реалий, которые для любого инвестиционного проекта, любой компании, которая реализует инвестиционные проекты, она является, ну, вот, жизненной, что называется, куском жизни, да? Что в конечном итоге является двумя главными угрозами для любого проекта. Любой инвестиционный проект, как мы с вами говорили, это, как правило, проектное финансирование, то есть примерно 70%, да, это заемные деньги. Да? Это, соответственно, кредитная ставка, это первое. И второе – налоговая система. Потому что в структуре затрат, да, в структуре цены, да, любого продукта лежат издержки, налоги и прибыль. Да? В издержки, что часто забывают делать, я считаю, нужно обязательно вкладывать, отдельно выделять финансовые издержки, потому что финансирование в основном заемное. Поэтому получается, что если уровень издержек зависит от применения технологий современных, да, которые эти издержки могут снижать, что может препятствовать снижению издержек? Запретительная высокая ставка ключевая и запретительное высокое фискальное налогообложение. И то, и другое сегодня это объективные реалии моей страны. Я много достаточно, так сказать, занимаюсь этими проблемами. Я считаю, что сегодня основной враг нашего топливно-энергетического комплекса, да, это, соответственно, запретительное налогообложение, это запретительная вот эта кредитная ставка. Потому что прибыль, да, которая остается компаниям, да, ну, в любой системе, так сказать, публичного права, да, когда недоговорные взаимоотношения государства, соответственно, и инвестора, да, прибыль это то, что остается после того, как, значит, из цены будут вычтены затраты на компенсацию издержек, да, на компенсацию финансовых издержек, то есть вот эта вот кредитная ставка, да, и, соответственно, ну, налоги. Заплати налоги, умри спокойно. Поэтому здесь я понимаю, что вот прав был Михаил Михайлович, да, в консерватории что-нибудь подправить нужно. То есть вот все разговоры о новой модели энерготехнологического сотрудничества в рамках ли БРИКС, в рамках ли там, не знаю, ШОС, в рамках ли там ЕАЭС, там и так далее, они вот сталкиваются с этим. И если наша компания, как вы верно говорите, начинает уходить куда-то, да, ну, капитал он не имеет границы, да, то есть раньше считалось, что вот в рамках глобализации, да, можно уходить куда угодно, да, а сейчас вот, ну, поскольку мир разделился на два лагеря де-факто, да, значит, это делается в рамках вот системы как бы дружеских стран. Это тот самый звоночек. Знаете, я вот привожу там, я не помню, говорили мы с вами на эту тему в каких-то прошлых передачах или нет. Ведь очень показательная для меня вот в этой ситуации была ситуация, очень показательна была ситуация, которая случилась в 70-е годы, когда вот в 20 раз, когда взлетели цены на нефть, что сделали, соответственно, западные компании? Они разменяли, соответственно, дорогую энергию на дешевую рабочую силу. То есть они тут же перенесли все свои, соответственно, энергоемкие производства в развивающие страны, компенсировали это, соответственно, дешевой рабочей силой. Кстати, создали тем самым, заложили производственную базу для следующего подъема в той же самой Китае, Индии и так далее и тому подобное. То есть капитал, он, естественно, да, он уходит туда, где у него есть возможности получения максимальной прибыли, да?
И когда мы говорим о регулирующей роли государства, да, если мы хотим, да, и сегодня мы должны это делать, обретать технологический суверенитет и так далее, то понятно, что мы должны создавать стимулы для инвестиций, да, при 20%, соответственно, ставке не создаются. Более того, процитирую Сергея Глазева, который говорит, война при ставке ЦБ 20% не выигрывается. И я с ним абсолютно согласен. Потому что нам нужно отвечать на вызовы, да, новыми техническими решениями. Не только беспилотниками, но всякими разными другими вещами. Да? А для этого, соответственно, вот, не должно быть запретительной ставки и не должно быть запретительного налогообложения. Ну, Андрей Александрович, это уже уходит за Да, я извиняюсь. рамки проекта «Геоэнергетика». Мы в экономике, к сожалению, пока не разбираемся. Очень надеемся, что когда-нибудь будет возможность приглашать профессиональных экономистов, не либеральной парадигмы, с ними разговаривать невозможно, они русский язык плохо знают. Там какие-то специальные термины, понять их не может никто, кроме них самих. На мой взгляд, встречаться надо чаще, потому что темы явно мы за сегодняшнее время раскрыть не успели, их больше, они интересные, и то, что возникает в Центральной Азии, те возможности, как ни странно, которые нам приоткрывает еще и Монголия, то есть у нас много стран, много интеграционных проектов одновременно, это и упомянутый ШОС, и БРИКС, и ЕАЭС. То есть вот нам есть о чем размышлять, нам есть о чем поговорить. Я надеюсь, что это не последняя наша встреча. Большое спасибо за то, что нашли время. Большое спасибо вам за то, что пригласили. Я надеюсь, что это было интересно, хотя я понимаю, что у нас, поскольку тема необъятна, так немножко, может быть, она была нечетко структурирована, но это тогда все грехи я беру, соответственно, на себя. Но спасибо, что вы вот затронули эти две темы, которые я считаю очень важными, потому что, с одной стороны, это мягкий уход от зависимости от Европы, а второе, это тоже мягкое вхождение и формирование, да, вот, нового миропорядка, что это должен быть не век Китая, а век Евразии. И в энергетической сфере мы должны там действительно играть консолидирующую роль. И я понимаю, это процесс сложный, и если не вести его обсуждение, да, не там в закрытых каких-то там совещаниях, а потом обнародовать решения, а именно в публичном пространстве. Хотим мы того или не хотим, без гражданского общества развитие вперед будет более медленным, да, а вот такого рода обсуждения, да, ну, народ, конечно, таким тоже может давать какие-то, так сказать, интересные вещи, и вот если это побудит интерес зрителей и как-то вот дискуссию в обществе на эту тему активизирует, я считаю, что, может быть, мы не зря с вами вот поговорили сегодня, может быть, в следующий раз, если сочтете возможно, пригласить еще раз. Обязательно продолжим. Я надеюсь, что подключится, может быть, и кто-то из экспертов, заинтересованных. Наши контакты вы видите под этим роликом, так что пишите, приходите, есть место, где встретиться, поговорить и, может быть, подготовить продолжение этой темы. Всем спасибо за внимание, всем всего доброго. Спасибо вам. До свидания.